Несмотря на уверенность Дональда Трампа, 3 гражданских судна были подбиты в Ормузском проливе. Плавать там опасно. Американское ПВО усилит оборону Турции, Румыния предоставит свои базы для размещения техники, принимающей участие в операции против Ирана. Вооруженные силы Украины нанесли удар по заводу микроэлектроники в Брянске. В Кремле уже видят участие британских специалистов. Садиться снова на российскую газовую иглу – не вариант, говорит Урсула фон дер Ляйен. Венгрия отправила в Украину своих представителей, чтобы убедиться воочию в повреждениях нефтепровода «Дружба». Северная Корея снова провела испытания крылатых ракет. Ким Чен Ын наблюдал за запуском вместе с дочерью. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Три грузовых корабля были атакованы в Персидском заливе минувшей ночью. Об этом сообщили в Британском центре морской безопасности УКМТО. По его данным, 2 судна получили повреждения, а 3 загорелось. Экипаж был вынужден покинуть корабль. Одним из пострадавших судов оказался тайский сухогруз Маюри Нари, который шел под флагом Таиланда. Судно было поражено неизвестными снарядами в Ормузском проливе, примерно в 11 морских милях к северу от побережья Омана. По данным Министерства транспорта Таиланда, на борту находились 23 члена экипажа. 20 моряков были спасены военно-морскими силами Омана после того, как покинули судно на спасательной шлюпке. Еще 3 членов экипажа считаются пропавшими без вести. В момент взрыва они находились в машинном отделении, где возник пожар после удара по кормовой части корабля. Обстоятельства атак и тип использованных снарядов пока не установлены. Тайские военно-морские силы заявили, что оказывают помощь через международные каналы. В Тегеране зафиксированы последствия авиаудара по району рядом с аэропортом Мехрабад. Повреждены жилые здания и автомобили. На месте поднимается дым. Жители собираются возле разрушенных домов. Тем временем спутниковые снимки показывают масштабные разрушения на иранских военных объектах после ударов США и Израиля. Серьезные повреждения зафиксированы на ракетных базах в Харгу, Дарабе и Кермане. На авиабазе в Исфахане уничтожены самолеты F-14 и F-7. Повреждены укрытия для авиации и инфраструктура аэродрома. Никаких митингов во время войны. Глава полиции Ирана Ахмадреза Радан заявил, что силы безопасности приведены в полную готовность. По его словам, полиция, спецподразделения и отряды Басич контролируют улицы, а участники возможных протестов будут рассматриваться как враги государства. Ночью сирены воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве и Иерусалиме. Иранские ракеты были видны в небе над Хевроном и Рамаллой. Израильская система ПВО перехватывала цели над Центральным Израилем. По данным Израиля, с начала войны иранские удары унесли жизни 12 человек. Израильский авиаудар повредил жилой дом в районе Айша-Бакар в центре Бейрута. Разрушены этажи здания, повреждены автомобили, спасатели разбирают завалы. Местные жители сообщают, что слышали пролет самолетов и несколько ракетных ударов. Ночью также зафиксированы взрывы в южных пригородах Бейрута, о плоти движения Хезболла. Над районом поднимаются столбы дыма после израильских ударов. По данным властей Ливана, с начала эскалации в стране погибло около 500 человек. Около 700 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Израильская армия опубликовала видео удара по группе иранских военных, готовивших запуск беспилотников. По заявлению Цахал, цель была уничтожена за несколько минут до предполагаемого запуска дронов по Израилю. США заявили об уничтожении 16 иранских судов минных заградителей в районе Ормузского пролива. По данным Центрального командования США, корабли могли использоваться для минирования ключевого маршрута мировой торговли нефтью. Центральное командование США заявило, что количество иранских ракетных и беспилотных атак резко сократилось после начала операции «Эпическая ярость». По данным Пентагона, удары по складам и пусковым установкам серьезно снизили ракетный потенциал Ирана. По данным источников Reuters, в войне с Ираном ранены до 150 американских военнослужащих. Большинство травм легкие. 108 военнослужащих уже вернулись к службе, 8 остаются в тяжелом состоянии. 2 беспилотника упали рядом с международным аэропортом Дубая. Пострадали 4 человека. Аэропорт продолжает работать, однако атака усилила перебои в международном авиасообщении. На фоне ракетных атак в регионе власти Объединенных Арабских Эмиратах приостановили традиционный рамаданский пушечный выстрел, который обычно объявляет окончание поста. В полиции заявили, что звук выстрела мог вызвать панику, поскольку его можно спутать со звуками ракетных перехватов. В турецкой провинции Малатья заметили пусковую установку американского комплекса ПВО «Патриот». По данным Минобороны Турции, систему размещают рядом с радиолокационной базой НАТО «Кюречик». Ранее радары базы зафиксировали 2 иранские баллистические ракеты, направлявшиеся в сторону Турции. Анкара предупредила Тегеран о недопустимости новых запусков. Румыния может предоставить свои военные базы для размещения американского оборудования в рамках операций, связанных с Ираном. Об этом заявил президент страны Никушор Дан
после заседания Высшего совета национальной обороны. По его словам, речь идет о временном размещении техники и персонала США на территории Румынии, включая авиабазы НАТО. Третьим пунктом сегодняшнего обсуждения в ЦСАТ было временное размещение в Румынии некоторых американских военных средств и сил. Речь идет о самолетах-заправщиках, как уже обсуждалось публично, некотором оборудовании наблюдения и оборудовании спутниковой связи. Последнее, в связи с системой щита в Девиселу. Хочу подчеркнуть, что это оборудование является оборонительным, и хочу подчеркнуть, что в техническом смысле оно не оснащено реальным вооружением. Говорится о так называемых некинетических средствах. Россия продолжает эвакуировать своих специалистов из Ирана на фоне ударов США и Израиля по стране. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, минувшей ночью еще около 150 сотрудников покинули атомную электростанцию Бушер, пересекли границу с Арменией и направляются в Россию. Сегодня ночью у нас завершился очередной этап эвакуации наших работников, 150 человек. Несколько дней назад покинули станцию Бушер и ночью пересекли границу с Арменией и уже находятся на пути в нашу страну. Это второй этап, второй уровень эвакуации. Сейчас на площадке осталось около 450 человек, тех, кто пока не могут по объективным причинам станцию покинуть. Украина нанесла ракетный удар по российскому Брянску. По данным Генерального штаба ВСУ, целью атаки стал завод микроэлектроники «Кремний-Л», один из ключевых производителей электронных компонентов для российской оборонной промышленности. На предприятии выпускают полупроводники и микрочипы, которые используются в системах наведения и управления высокоточного оружия, включая ракеты «Искандер» и крылатые ракеты, применяемые в войне против Украины. Украинская сторона заявляет, что удар был направлен на снижение возможностей российской оборонной промышленности. Российские власти заявили, что в результате удара погибли 6 человек и десятки получили ранения, и обвинили Украину в атаке на гражданские объекты. В Кремле также утверждают, что применение ракет Storm Shadow якобы было невозможно без участия британских специалистов. Что запуск этих ракет был невозможен без британских специалистов. Мы отдаем себе в этом отчет, мы это хорошо знаем, и мы это, естественно, учитываем. А для того, чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались, и осуществляется, и проводится специальная военная операция. Собственно, демилитаризация Киева и лишение Киева возможности наносить такие варварские удары, это является одной из целей СВО. Рано утром беспилотники нанесли удар по крупнейшему городу на востоке Демократической Республики Конго – Гоме. По данным повстанцев АФЦМ-23, погибли как минимум 3 человека. Среди них сотрудница ЮНИСЕФ, гражданка Франции. Удар пришелся по жилому дому в густонаселенном районе. В ООН осудили атаку и призвали соблюдать международное гуманитарное право. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие вместе с ракетами, способными достичь Европы. По ее словам, это может запустить новую гонку вооружений. Мелони также предупредила, власти готовы снизить топливные акцизы и повысить налоги для компаний, которые попытаются нажиться на энергетическом кризисе. Надеюсь, всем в этом зале ясно, что мы не можем позволить режиму Аятолл обладать ядерным оружием в сочетании с ракетными возможностями, которые в ближайшее время могут быть способны наносить удары непосредственно по Италии и Европе. Тем более, что такой сценарий означал бы конец международной системы нераспространения и спровоцировал бы гонку ядерных вооружений с драматическими последствиями для глобальной безопасности. Что касается топлива, мы также рассматриваем возможность задействовать механизм так называемых мобильных акцизов, который это правительство сделало более эффективным благодаря топливной мере 2023 года, если цены начнут устойчиво расти. Как вы знаете, этот механизм, активации которого также требовала оппозиция, позволяет использовать часть увеличенных поступлений НДС, возникающих из-за роста цен, для снижения акцизов. Совет, который я хочу дать итальянцам, а также всем, кто может подумать использовать эту ситуацию для обогащения за счет граждан и бизнеса, проявить осторожность. Потому что мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить спекуляции на кризисе, включая при необходимости изъятие прибыли, полученной в результате спекуляций, через повышение налогов для компаний, которые за это ответственны.
Европа не должна возвращаться к российским энергоносителям, несмотря на рост цен на газ и нефть. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге. Она подчеркнула, что, несмотря на рост цен, возвращение к российским поставкам стало бы стратегической ошибкой и сделало бы Европу более зависимой и уязвимой. С начала этого конфликта цены на газ выросли на 50%, а цены на нефть — на 27%. Если перевести это в евро, то всего за 10 дней войны европейские налогоплательщики уже заплатили дополнительно 3 миллиарда евро за импорт ископаемого топлива. Такова цена нашей зависимости. Факт в том, что у нас есть собственные источники энергии — возобновляемая энергетика и ядерная энергия. Их цены за последние 10 дней не изменились. Тем не менее, в условиях нынешнего кризиса некоторые предлагают отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, более уязвимыми и более слабыми. Крайне важно снизить влияние стоимости газа на формирование цены электроэнергии. Поэтому мы готовим различные варианты. Более широкое использование соглашений о покупке электроэнергии и контрактов на разницу цен, меры государственной поддержки, а также рассматриваем возможность субсидирования или даже ограничения цены на газ. Но также верно и то, что некоторые государства-члены облагают электроэнергию налогами гораздо выше, чем газ. Приведу еще один пример. Одно государство-член применяет 0% налогов на розничную электроэнергию. 0, тогда как некоторые другие применяют более 16%. Это имеет значение. Поэтому пространство для действий есть, и, как я уже сказала, это относится к национальной компетенции. Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу. По его словам, Москва не отказывалась от сотрудничества и готова вернуться к экспорту энергоносителей, если европейские страны проявят заинтересованность. По данным The Wall Street Journal, Международное энергетическое агентство рассматривает возможность крупнейшего в своей истории выпуска стратегических нефтяных резервов. Мера направлена на снижение цен на нефть, которые резко выросли на фоне войны США и Израиля против Ирана. По информации источников издания, объем выпуска может превысить 182 миллиона баррелей. Именно столько страны МЭА уже выводили на рынок в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Решение может быть принято уже в ближайшие дни, однако даже возражение одной страны способно задержать реализацию плана. Сообщения о возможном высвобождении резервов оказали давление на нефтяные котировки. Фьючерсы на нефть марки Brent и американскую WTI снизились. При этом ранее цены поднимались почти до 4-летних максимумов на фоне опасений за поставки через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и газом. Неопределенность вокруг конфликта продолжает влиять и на фондовые рынки. Азиатские биржи в среду в основном открылись ростом после кратковременного отката нефтяных цен. Японский индекс Nikkei прибавил около 2%. Южнокорейский Коспи вырос более чем на 2%, а тайваньский TAIEX также начал сессию уверенным ростом. В Гонконге индекс Hang Seng поднялся примерно на 0,5%. Тем не менее, аналитики предупреждают, рынки остаются крайне чувствительными к новостям. Главный рыночный аналитик Консорсбанк Йохен Штанцель отмечает, что инвесторы продолжают внимательно следить за развитием конфликта и ситуацией вокруг поставок нефти через Ормузский пролив. По его словам, именно восстановление стабильных поставок энергоресурсов станет ключевым фактором для долгосрочного восстановления рынков. Индекс DAX начал торги с понижением. Торговля остается зависимой от новостей и также очень нервной. Сейчас появились надежды, что поставки нефти через Ормузский пролив возобновятся. Однако не совсем ясно, как именно это должно произойти. И появились новые негативные факторы. Опасения по поводу рынка частного кредитования. Это одностороннее заявление или объявление. Складывается ощущение, что Израиль хотел бы продолжать эту войну вместе с США, а Иран не хочет слышать об окончании войны. Поэтому то, чем все это закончится, остается неопределенным, но, по крайней мере, есть надежда. И рынки фактически ожидают, что то, что сказал президент США, сбудется. Плюс сейчас крайне важно возобновить поставки нефти через Ормузский пролив. Это имеет огромное значение для снабжения нефтью и газом. Именно это уже учла цена на нефть. Речь идет о возможном высвобождении стратегических резервов, которые может предоставить Международное энергетическое агентство. Но помимо этого говорят, что нужно не только лечить симптомы, а именно этим и является разовый выпуск резервов, но и устранить причину — этот узкий логистический канал. Его нужно разблокировать, и это ключ к тому, чтобы рынки могли по-настоящему восстановиться в долгосрочной перспективе. Венгрия направила в Украину делегацию, чтобы проверить состояние нефтепровода «Дружба». К проверке также присоединится Словакия. Об этом договорились после переговоров в Братиславе. Венгрия не принимает остановку нефтепровода «Дружба».
и правительство создало делегацию, которая должна провести проверочную миссию по нефтепроводу. Наша задача — оценить состояние трубопровода и создать условия для возобновления его работы. В состав комиссии входят 4 человека. Помимо меня, в нее входят специалист нефтяной отрасли, высокопоставленный государственный чиновник, обладающий опытом в международных отношениях, и аналитик энергетического рынка. Наша цель — определить условия для возобновления работы нефтепровода «Дружба». Кризис на Ближнем Востоке повысил ставки, из-за чего венгерское правительство было вынуждено использовать стратегические резервы и ввести защищенные цены. Мы провели переговоры в Братиславе с участниками энергетического рынка Словакии и представителями правительства, отвечающими за энергетические вопросы. Мы достигли соглашения, что они присоединятся к этой проверочной делегации. Теперь это не только венгерская инициатива, но и словацкая. Мы также подготовили совместное письмо Европейской комиссии, в котором проанализировали ситуацию, рассмотрели географическое положение двух стран и условия снабжения их энергетических рынков и изложили позицию, что возобновление работы нефтепровода «Дружба», а также оценка его состояния в рамках проверочной комиссии является для нас ключевым вопросом. Европейская комиссия должна одобрить и поддержать эту инициативу. Венгрия и Словакия остаются единственными странами Евросоюза, которые продолжают импортировать российскую нефть. Поставки по «Дружбе» прекратились в январе. В Украине заявляют, что трубопровод был поврежден во время атаки российского беспилотника, и быстро восстановить его невозможно. В Будапеште считают, что возобновление работы трубопровода важно для энергоснабжения страны. Венгерское правительство уже использует стратегические запасы нефти и ввело регулируемые цены на топливо. Правительство Венгрии решило сдержать рост цен на топливо с помощью жесткого государственного регулирования. На фоне роста мировых цен на нефть власти ввели ограничения на стоимость бензина и запретили его экспорт, чтобы защитить внутренний рынок. Однако эксперты предупреждают, чрезмерный контроль может привести к обратному эффекту. По их словам, строгие ограничения могут сделать венгерский рынок невыгодным для международных поставщиков топлива. Если оптовые компании начнут уходить из страны, основная нагрузка может лечь на национальную нефтегазовую компанию МОЛ, которая и так обеспечивает большую часть поставок топлива в Венгрии. А это, предупреждают аналитики, может привести к перебоям с бензином, очередям на заправках и даже появлению черного рынка. Кроме того, любые проблемы с поставками топлива могут стать серьезным политическим риском для правительства Виктора Орбана, особенно в разгар избирательной кампании. Эксперты отмечают, что при нынешних ценах на нефть ситуация пока остается управляемой. Однако дальнейшие жесткие меры регулирования могут создать дополнительные проблемы для топливного рынка страны. Предыдущий ценовой потолок, введенный в 2021 году, показал, что если система чрезмерно регулируется, то оптовые поставщики, которые в основном поставляют топливо не только в Венгрию, но и в другие страны, легко могут решить, подходят ли им такие условия. Если условия им не подходят, а давайте не будем говорить, что они подходят, и они не могут продавать топливо кому хотят, то они просто уйдут с рынка. И тогда возникает неприятная ситуация, когда остается только МОЛ, которая, кстати, обеспечивает около от 70 до 75% внутреннего распределения топлива, но в таком случае на нее ложится уже все 100%. Папа Лев призвал молиться за мир на Ближнем Востоке. На аудиенции в Ватикане он выразил скорбь из-за гибели мирных жителей и детей в продолжающейся войне с Ираном. Понтифик также поддержал народ Ливана, который, по его словам, переживает тяжелые испытания из-за новых ударов. Папа напомнил о священнике Пьере Эль-Рахи, погибшем во время бомбардировки на юге страны, и сказал, что его смерть должна стать семенем мира для Ливана. Сегодня в Аль-Клаяа, Ливан, проходят похороны отца Пьера Эль-Рахи. Он был маронитским приходским священником одной из христианских деревень на юге Ливана, которые в эти дни вновь переживают трагедию войны. Я близок ко всему ливанскому народу в этот момент великого испытания. По-арабски «эль-рахи» означает «пастырь». Отец Пьер был истинным пастырем, который всегда оставался рядом со своим народом с любовью и самоотверженностью Иисуса, доброго пастыря. Как только он услышал, что некоторые прихожане были ранены при бомбардировке, он без колебаний поспешил им на помощь. Пусть Господь дарует, чтобы кровь, которую он пролил, стала семенем мира для любимого Ливана. Дорогие братья и сестры, давайте продолжим молиться о мире в Иране и во всем Ближнем Востоке, особенно за многочисленных мирных жертв, включая многих невинных детей. Пусть наша молитва станет источником утешения для страдающих и семенем надежды на будущее. Власти США приобрели устройство, которое, как предполагается, может быть связано с так называемым гаванским синдромом. Об этом сообщает программа «60 минут» на телеканале CBS.
По данным расследования, аппарат был куплен в 2024 году у российской преступной сети примерно за $15 миллионов. О самой покупке сообщалось и ранее. В начале 2026 года писали, что устройство приобрело Министерство внутренней безопасности США за счет средств Пентагона, после чего его передали военным для испытаний. Однако тогда не раскрывались ни продавец, ни точная стоимость сделки. Теперь СБС утверждает, что операцию провели американские агенты под прикрытием, расследовавшие незаконную торговлю оружием. По информации источников телеканала, на покупку и доставку аппарата Пентагон потратил около $15 миллионов. Более года устройство изучают в военной лаборатории. Его тестируют в том числе на животных, крысах и овцах. По словам источников, у них зафиксировали повреждения, похожие на симптомы, которые ранее наблюдались у людей. Как утверждается, прибор компактен, не издает шума и почти не выделяет тепла. Его воздействие может распространяться на десятки метров, проходить через стекло и гипсокартон. Устройство можно программировать для разных режимов и управлять дистанционно. Ключевую роль, по словам источников, играет программная часть, формирующая импульсные электромагнитные волны. Основные компоненты устройства, как утверждается, были произведены в России. Профессор Стэнфордского университета Дэвид Релман, который ранее руководил исследованием гаванского синдрома по заказу Госдепартамента США, заявил CBS, что новые данные соответствуют выводам его команды. Еще в 2020 году исследователи пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной таких симптомов могут быть сфокусированные импульсы электромагнитного излучения. Гаванским синдромом называют комплекс неврологических симптомов: головокружение, нарушение слуха и проблемы с равновесием. Впервые о нем заговорили в 2016 году после инцидентов с сотрудниками консульства США на Кубе. По официальным данным, с подобными симптомами столкнулись уже более 1000 американских госслужащих и дипломатов. Многие пострадавшие считают, что подверглись внешнему воздействию. Однако американское разведывательное сообщество официально заявляло, что не располагает доказательствами существования оружия, способного вызывать такие эффекты. Из-за этого некоторые пострадавшие обвиняют спецслужбы в попытках замолчать проблему. В 2024 году издание The Insider совместно с CBS и журналом Der Spiegel опубликовало расследование, в котором утверждалось, что между рядом случаев гаванского синдрома и поездками сотрудников Главного разведывательного управления России из войсковой части 29-155 существует определенная корреляция. Это подразделение ранее связывали с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании, взрывами на складах боеприпасов в Чехии и диверсиями в Европе после начала российско-украинской войны. Северная Корея провела испытательный пуск стратегических крылатых ракет с нового военного корабля. По данным государственных СМИ КНДР, запуск прошел с эсминца класса Чхве-Хён водоизмещением около 5000 тонн. На кадрах северокорейского телевидения видно, как ракеты по очереди стартуют с палубы корабля и уходят в сторону моря. Сообщается, что они находились в полете почти 3 часа и поразили цели на островах. За испытаниями наблюдал диктатор Ким Чен Ын. Он следил за запуском из командного центра вместе с дочерью Ким Джу-э и военными руководителями. Эсминец, с которого проводился запуск, пока еще не принят на вооружение и проходит подготовку перед вводом в строй. Китай и Северная Корея готовятся возобновить железнодорожное сообщение между Пекином и Пхеньяном. Поезда должны снова пойти 12 марта, впервые после остановки во время пандемии. На этом фоне внимание привлекает китайский приграничный город Даньдун. Он находится прямо напротив северокорейского города Синыйджу. Их разделяет река Ялу. С китайской стороны туристы приходят на набережную и на так называемый разрушенный мост. Это один из немногих пунктов, откуда можно увидеть Северную Корею с близкого расстояния. Осенью северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил Пекин и принял участие в военном параде. Через несколько недель премьер Китая Ли Цян побывал в Пхеньяне. После этих визитов обе стороны заявили о расширении сотрудничества. В Даньдуне считают, что возможное увеличение поездок и торговли может повлиять на жизнь приграничного города. При этом ограничения сохраняются. Северная Корея закрыта для большинства иностранных туристов с 2020 года. Новый мост через реку Ялу, построенный Китаем в 2014 году, до сих пор не используется. Но на китайской стороне фиксируют новые дорожные работы и инфраструктуру у пограничных переходов. Аналитики считают, что Китай может готовиться к увеличению движения через границу, если условия для этого появятся. На Национальной аллее в Вашингтоне появилась новая художественная инсталляция. Скульптура изображает президента США Дональда Трампа и финансиста Джеффри Эпштейна в позе героев фильма «Титаник». Работа под названием «Король мира» создана анонимным арт-коллективом Secret Handshake и отсылает к знаменитой сцене на носу корабля. Рядом установлены таблички и баннеры с фотографиями Трампа и Эпштейна, где упоминаются их предполагаемые социальные связи. Инсталляция привлекла внимание посетителей. Многие останавливаются, чтобы рассмотреть скульптуру и сделать фотографию.
Вулкан Килауэа на острове Гавайи вновь проявил активность. Во вторник из кратера вырвались мощные фонтаны лавы, а над районом поднялся густой столб пепла и дыма. По данным Геологической службы США, высота лавовых выбросов достигала примерно 400 метров. Это уже 43-я фаза фонтанирования лавы за время текущей активности вулкана. Облако дыма поднялось на высоту около 25 тысяч футов над уровнем моря. Килауэа остается одним из самых активных вулканов планеты.